Всем здрасте, забор покрасьте. В интернете разгорелись нешуточные страсти. В общем, в интернете кипят споры среди учителей, среди любителей учителей, среди носителей, не побоюсь этого слова, языка, среди неносителей. Сегодня мы поговорим про постановку местоимений me, объектных местоимений, местоимений в именительном падеже разберемся. Так как же все-таки правильно говорить? Меня зовут Кирилл, и это Kirill's English. Вообще, у каждого учителя должна быть своя teaching philosophy. Например, когда я учился в магистратуре, мы писали teaching philosophy в начале своего пути, и потом на последней паре у нас было задание, мы сдавали это все, шло это на оценку, собственно. My teaching philosophy нужно было прорефлексировать и понять, как она изменилась или нет. Моя teaching philosophy поменялась кардинальным образом. My motto is connection, not perfection. И в своей практике я обычно делаю оговорки, что вот grammar says this. Если вы сдаете тест, follow the grammar. If you rate, follow the grammar. In everyday speech, grammar rules sometimes, a lot of times actually, go out the door. Поэтому вы решаете, как вам говорить. Короче, предложение. Him and I go way back. Him and I go way back. Мы с ним знакомы очень давно. Посмотрите на подлежащее. Оно у нас здесь длинненькое, из 3 слов состоит. Вот с точки зрения грамматики так говорить не принято. Не положено. Мувитон. Давайте посмотрим почему. В английском языке подлежащее всегда должно использоваться в именительном падеже. Судорожно сейчас все вспомнили родной язык. Именительный падеж отвечает на вопрос «кто что». Если вы посмотрите на подлежащее в примере, это object pronoun, это объектное местоимение. Нельзя с грамматической точки зрения, потому что падеж не именительный. Прошу с вещами на выход. Давайте посмотрим еще один пример. Her and I have been friends since kindergarten. Her and I have been friends since kindergarten. Мы с ней дружим с детского сада. Опять же, her не является именительным падежом. Здесь должно быть she, а в первом примере у нас должно быть he. He and I, she and I говорят нам справочные пособия. Но в разговоре, в обычном, неважно, это casual разговор, это разговор с коллегами, это разговор где-то в чате, это комментарии где-нибудь в Телеграме под постом. Вы чаще услышите, прочтете, прочувствуете именно вот эти вот объектные местоимения. Her and I, me and I, господи, me and I, him and I. Сейчас мы посмотрим еще на один паттерн. Смотрите до конца, потому что у меня есть кое-какие догадки, почему это происходит. Так вот, этот самый корпус наш говорит, что одни из самых частых паттернов это когда me and my family, me and my friend, me and my wife, me and my husband. То есть вот эти все дела семейные. Там у вас будет me and my brother, me and my sister и все их derivatives. Sis, bro и так далее. Примеры из корпуса сейчас придут. That's why me and mom are getting divorced. Me and dad, we were just never for each other. Me and dad will shop for you. Me and dad will shop for you. Обратите внимание, что часто в речи will сокращается, и как это делается, добавляем шва-звук me and dad'll, dad'll, dad'll. Вам нужно добавить этот шва, потому что dad просто так не произнесется. Me and my friends are going this summer and you should come. Там разговор был про Майами, это из какого-то сериала. Me and my family could really use your help. Me and my family could really use your help. Нашей семье ваша помощь бы не помешала. Me and my wife were separating. Разводятся люди. Me and Joe were really hitting it off. Hit off – это идиома. Это когда у людей завязывается очень тесная дружба какая-то. Может быть платоническая, а может быть что-то больше в любовном плане. Когда вы знакомитесь, впервые встречаетесь и you hit it off. Пошло-поехало у вас. Давайте попробуем ответить на вопрос, почему это происходит. Ведь когда вы являетесь носителем языка, вы никогда не думаете, тут подлежащее, тут я ставлю сказуемое и так далее. Это происходит автоматически. То есть, безусловно, native speakers, they don't think, okay, именительный падеж, такой падеж,
me and my friend, or my friend and I. То есть получается, если вы просканируете все эти примеры, там вырисовывается паттерн. Поставьте на паузу, посмотрите, что за паттерн там вырисовывается. Me and. Across the board. У нас me and, me and, me and, me and. То есть, заметьте, никто в здравом уме и памяти ни в одной вариации английского языка не скажет me like sushi. Это будет моя, твоя, не понимай. Вы этого никогда не услышите. То есть тут, получается, ошибки нет. Потому что это объектное местоимение, и никто в начале его в роли подлежащего не поставит. Но вот когда вы me плюс и me and, почему-то такого нету. Все пропадает, и люди начинают спокойно это использовать. Поэтому я считаю, и на 95% уверен, что это именно так, для англофонов вот эта вот комбинация двух слов, это не одно и то же, что просто me или her, объектное местоимение. Это своего рода какой-то вот кусок. И дальше они его комбинируют со словом, которое очень часто является, собственно, существительным именительным падеже. Например, me and dad, me and my family, me and my dad, me and my mom. Смотрите, mom, dad, family. Здесь уже получается именительный падеж. То есть вот это вот начало никого не смущает. Главное, что в конце было. Поэтому мы получаем her and I, me and my friend, me and my family, her and Joe. Имена там тоже всплывают очень часто, потому что имя получается в именительном падеже. То есть мозг не воспринимает отдельно слова, а воспринимает это как кусок, и по последнему слову все ориентируются. И именно поэтому для них ничего особенного в этом нету. Ну, кроме grammar police, которые приходят и говорят, топим за чистоту языка. Поэтому говорят так, и гораздо чаще, чем если вы сравните, например, my friend and I, или me and my friend. Что будет чаще услышано где-нибудь на улице, за столом, да, может быть, в классе где-нибудь. Ну, конечно, если это учитель, учитель будет говорить грамотно. Так, прерогатива учителя. Если какой-то casual общение, me and my friend будет использоваться гораздо чаще, чем my friend and I. Для многих людей в обычном everyday English это звучит чересчур формально, официально. Так, монокль вы поправляете, протираете. And to kind of cap off a very busy 2013, me and my friend Ryan opened a co-working space for developers in Seattle. Me and my friend Brandon adored that card. And I remember me and my friend were so tired, like we just wanted to sleep. Him and I are entirely different, right? I know where that would have gone. I've been there before. I've done it before. Him and I would have gotten to some sort of, you know. The night that she passed, actually, I had a dream that her and I were like surfing together, and her and I were overlapping. There was an interpreter where her and I were able to rehearse just fine. Her and I were talking about it, and When I was young, me and my dad were best buddies. Challenges. Me and my dad were definitely the loudest. Вот, собственно, и все. Так говорят. Если вы будете делать какие-то тесты и так далее, если вы в классе или вам это нужно для какой-то учебной работы, понятное дело, дурочку не включаем, а говорим правильно. Но если мы уберем английский для вот академии какой-то, для жизни, to get your message across, дело ваше, как хотите, используйте, нет, но просто вокруг себя это вы услышите. Расставили все точки над «ё». Do you absolutely have to say it like that? No, you don't. Кейс закрыт, расходимся, товарищи. Желаю всем отличных выходных. Пока.